Для особых проектов и просто для ознакомления времена года и погода в Lumen. И обо всем поподробнее. Всем привет, с вами Джоникикс. Перед нами главное окно программы. Времена года в Lumen до версии 6.5 были только в режиме фото или видео. С того момента управление временем года разделилось на два уровня. Редактирование в поле редактора применительно к объектам и просмотра в режиме фото и видео, где также добавлена погода. Начнем с уровня редактирования. Откроем один из предложенных полигонов. После открытия во вкладке «Объекты» выбираем раздел «Природа» и размещаем первый предложенный вариант дерева в двух экземплярах. Причем второй объект размещаем на втором слое. Так надо, на будущее. Этого будет достаточно для показа инструментов. Для отображения времени года необходимо всего лишь выбрать данное дерево. Справа сверху появляется окно «Свойства дерева». Здесь доступны параметры выбора зеленого оттенка. В совокупности с двумя другими меняет цвет из спектра цветов. Зеленый выбор насыщения, степень проявления цвета. И зеленый выбор диапазона. По факту регулирует проявление предыдущих параметров. Да, с такими настройками далеко не уйдешь. Возможно показать осень и с натяжкой зиму в виде обесцвеченных листьев и без снега. Если же проект требует больше сосредоточения на окружающей среде, тогда переходим к уровню просмотра. При схожести по функционалу с программой Twinmotion, Lumen отличается тем, что погода в ней создается только в готовых фотографиях и видео. Так как требуется больше анимации, то справа заходим в видео. Далее запись. Создаем ролик, акцентируя внимание на объекте. Длительность ролика должна составлять 10 секунд. Но это как минимум для просмотра всех доступных вариаций погоды. Чтобы увидеть изменения погодных условий. Условно, видео поделено на 5 частей. Лето, начало осени, дождливая осень, поздняя осень и зима. После того, как ролик есть, слева заходим в FX, добавить эффект. Раздел «Погода и климат». Видео анимируем переход из лета в осень и затем в зиму. Для этого выбираем небо и облака, дождь и осенние краски. Разместив эффекты погоды в ролике, производим корректировку, не забывая про выставление ключей. Обязательно ключи. Добавлю. Большинство параметров я обойду стороной, так как они не нужны в примере или слишком просты для объяснения. Итак, приступим. Первая позиция. Дождь. Плотность дождя, облачность, ветер и скорость дождя говорят сами за себя и не требуют представления. Искажение капель здесь идет дополнение к плотности дождя, создавая еще больше эффект размытия. Обнуляем плотность дождя и облачность, так как только они показывают проявление эффекта. Искажение капель, ветер и скорость дождя выставляем по необходимости. Небо и облака. Обнуляем количество облаков. Да, поначалу разобраться в столь широком функционале не так просто, но это только поначалу. Все параметры делятся на основные, то есть изменение которых будет видно сразу, и не очень. К основным параметрам я отношу высоту облаков, присутствует возможность работать с высокими и низкими облаками, их мягкость, тип, количество и позицию. Те, что кардинально меняет не только ролик, но и отдельно взятый кадр. Осенние краски. Оттенок разукрашивает листву. Я бы назвал это параметром цвета. Но если оттенок, то оттенок. Но только при максимальной насыщенности и диапазоне работает этот параметр. Насыщенность здесь работает как обесцвечивание, но разницу видно при максимальном диапазоне. Диапазон показывает степень отражения оттенка и насыщенности и не зависит вообще ни от кого. Изменение оттенка добавляет разнообразие в палитру цветов листвы, а слой позволяет работать с объектами, находящимися на разных слоях, как, например, с двумя деревьями на двух
разных слоях. Оттенок не трогаем, но отмечаем, потому что в дальнейшем понадобится. В насыщенности диапазон выставляем максимум. Переходим к второй позиции. При общем количестве кадров, которых в ролике 300, то есть исходя из этого частота кадров 30 кадров в секунду, пятая часть равна 60. То есть мы передвинулись на 2 секунды вперед. Перемещаемся на эту позицию. Дождь. Ставим ключи в разделах плотность дождя и облачность. Небо и облака. Увеличим количество облаков на небе. Кроме того, можно поменять их скорость и направление без выставления ключей. Осенние краски. Оттенок смещаем до нужного цвета, до оранжевого, то есть немного вправо. Главное, не переборщите и не выставить его до фиолетово-розового. Насыщенность диапазон просто отмечаем ключами. И как итог, первый участок выглядит таким вот образом. Переходим к третьей позиции. Смещаемся на позицию 120. Дождь. Плотность дождя и облачность выставляем по своему усмотрению. В моем случае максимальная плотность дождя и единица в облачности. Обязательно воспроизводим второй участок. В плане дождя здесь все нормально, а вот облачность нужно анимировать с плавным началом. Для этого в середине второго участка добавляем еще один ключ, но только для облачности. В этой позиции значение выставляем около нуля. Смотрим на результат. Он может также не подойти, и здесь играет свою роль простой подбор значения. Если же все сложилось удачно, то небо и облака, а также осенние краски не меняем. Но ключи ставим обязательно. И как итог, второй участок выглядит таким образом. Переходим к четвертой позиции. Смещаемся на позицию 180. Дождь. Возвращаем значение второй части, то есть обнуляем плотность дождя и облачность. Здесь также можно добавить сглаженность и исчезновение облачности, добавив ключ в середине четвертой части. А можно не добавлять. По итогу обязательно проверяем данный переход. Небо и облака. Оставляем без изменений. Осенние краски. Обнуляем насыщенность, чтобы дерево максимально казалось безлиственным, но по факту оно будет просто обесцвеченным. Третий участок выглядит таким вот образом. Переходим к пятой позиции. Смещаемся на позицию 240. Осень закончилась, на очереди зима. Самое время добавлять новый эффект. Новым эффектом становится снег. Параметры практически полностью копируют параметры дождя. Плотность снега, снежный слой и облачность можно оставить в таких позициях, закрепив их ключами. Возможно изменить скорость, чтобы больше подходила на метель. Однако снег начинается не с этой части, а с предыдущей. Поэтому переходим на позицию 180. Здесь обнуляем плотность снега, снежный слой и облачность. Сразу после этого просматриваем участок, где виден резкий переход в облачности и снежного слоя. А если переместить по шкале еще дальше, то можно заметить отсутствие активности дождя. И тут примечание. Дождь и снег не могут контактировать друг с другом, поэтому их лучше размещать в разных роликах. Но есть и другой способ, о котором расскажу после добавления снега. Итак, резкий переход в зиму редактируется тем же способом, что и дождь. Добавлением нового ключа в середине участка. На этом ключе корректируем значение снежного слоя и облачности. Результат также может не устраивать, поэтому придется поработать с значениями параметров. В отличие от облачности, со снежным слоем сглаженность работать не особо хочет, и тут имеется конкретный пример.
так с другой местностью данный параметр оправдывает себя. Где, например, скалистая местность, какие-то холмы. Но вернемся к нашему самому простому примеру. Четвертый участок выглядит таким образом. Переходим к шестой позиции. Снег. Обнуляем плотность снега и облачность, а снежный слой меняем до максимума. В ситуации с переходом облачности рекомендую также добавить ключ в середине участка. После всех произведенных манипуляций приступаем к просмотру всего ролика. На наличие, конечно, каких-то недочетов или ошибок. Окончание ролика, несомненно, вызывает вопрос: как добавить дождь, если он необходим? Вариант с копированием отпадает, так как просто не предусмотрен в программе. Однако каждый из эффектов можно отключить. Отключим снег и посмотрим на результат. А теперь снег отсутствует. Не беда. До момента окончания дождя рендерим видео с отключенным снегом, а после с подключенным. Далее дело монтажа. Прям как этот немаленький урок, который подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!